Мы выяснили, что храм был построен на месте катакомб, возведенных неизвестными. Так. О май гад. О май гад, что это шумит? Етить, колотить, это что такое? Куда я попал? Вселенная всегда стремится к порядку. Именно эту фразу я хочу произносить вновь и вновь, увидев бармена Лиса из предыдущей серии. Напомню, это персонаж из предыдущего сезона, на минуточку. Увы, по сюжету я его не помню, он меня не знает, но узнает ли? Это я и собираюсь выяснить. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором не только вселенная стремится к порядку, мы тоже. Да-да, напомню то, что прямо сейчас мы в городе под названием Мемфисатон, в городе, который в большей степени заселен сторонниками бога Монту и сторонниками бога Роноса. И вроде наконец-то бесконечные ссоры о том, кто круче, кому лучше поклоняться и так далее, наконец-то закончены. Спасибо Акетри и мне. Ой, да, спасибо. Спасибо. Надеюсь, мы действительно всех помирили, но остаются главные вопросы. А чё насчет огней? Что насчет тоев и тунцев? Они гонятся за нами или след потеряли? Непонятно. Я думаю, то, что узнаем мы это уже как раз в этой серии, но прежде чем мы пойдем в это божественное пристанище, я хочу выйти за город. Напомню, в прошлой серии нам сказали, что в этот город постоянно прибывают беженцы с Гизиры, потому что на Гизире случилось извержение вулкана. Не будем говорить, кто в этом виноват, пальцем показывать тоже не будем. Да. Так, ребята, всем привет. Тут полноценный порт есть, прикольно. Опа-на! То самое, о чем я говорил. Беженец с Гизиры. Погоди, а куда они идут? И откуда они вообще прибывают? Беженец с Гизиры, сторонник Монту. Так, вот идет куда-то. Идет сторонник Монту. Что ты делаешь? Еще один беженец с Гизиры. Господи, а как их много-то, а? А ведь и правду говорили. Заполонили весь город. О! Ты посмотри, еще один появился. Он прямо отсюда вылез. Вот, люк. Короче, беженцев на этом корабле просто пруд-пруди. Понял, принял. Ну неужели ты правда не понимаешь? Я покупаю у тебя помидоры уже много лет. Хотя у Рамиля они дешевле. Сейчас я хочу сделать у тебя большой заказ. А ты реально не можешь дать мне скидку? А зачем мне делать тебе скидку? Ты же и так покупаешь. Вот когда... Ну тогда я пойду покупать у Рамиля. Ну иди. Мне-то что? Черт. Ну вот и что мне с ним делать-то, а? Я хочу просто иметь возможность выгодно покупать тот товар, который устраивает меня. Ну неужели это невозможно? Тише, сторонник Роноса, успокойтесь. Конечно, возможно. Достаточно оформить дебетовую карту Тинькофф Блэк с единорогом Ти и получать кэшбэк за все. Дабы получать кэшбэк, в приложении Тинькофф можно выбрать различные категории даже для повышенного кэшбэка, а также пользоваться приложениями разных партнеров. Например, недавно я заказал себе продукты домой с кэшбэком в 20%. Потратил 5000 рублей, а мне на карту вернулось 1000. И таких предложений просто море. Не только продукты, еда из фастфуда, ресторанов, одежда, техника. На любую покупку найдется свой кэшбэк. И самое главное, кэшбэк вы получаете настоящими рублями, не фантиками. Но на этом преимущества карты не заканчиваются, ведь для школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет обслуживание карты абсолютно бесплатное. А еще при оформлении вам привезут стильный фирменный карт-холдер в подарок. Так что да, вы все правильно поняли. Школьники и студенты, переходите по ссылке в описании и начинайте получать кэшбэк за все. Обалдеть. Столько разных предложений, серьезно? Да как же я раньше-то без этого жил, а? О, все. Эй, стой! Подожди! Да пошел ты. Черт, но я отдам тебе испортившиеся помидоры всего за полцены. Вот, блин. Вот так вот, он теперь и у Рамиля купит, и кэшбэк свой получит.
ссылка в описании. Зато мы выяснили, с какой проблемой действительно столкнулся город. А теперь погнали в божественное пристанище. Там у нас Акетра, там у нас Дерек, Абди. Всем привет, я вернулся. А вы, видимо, уже ушли. Так, я не понял, где все? Короче, я помню то, что все кушали, но еда осталась, поэтому они где-то здесь. Вполне реально то, что это бар. Или... Нет. Блин, нет, это все не открывается. Ну тогда бар. Эй, здорово всем. Здорово, бармен. Кого это я вижу? Сейчас. Здорово, Лулошка! Эй, как у тебя дела? Нормально. А я вот, представляешь, пришел забрать свои вещи, которые остались, и что-то задумался и перемыл всю посуду. Да уж. Честно говоря, хозяин гостиницы был очень недоволен, что я так резко ухожу. Да. Ну и я как бы его понимаю, наверное, все-таки не очень красиво уходить с работы вот так. Да вот только я ж теперь советник. Что он мне сделает? Это правда. Кстати, парень, вчера, когда я ушел с жителями города обсуждать мои идеи по его улучшению, мы завалились в какую-то таверну, и я почти всю ночь травил истории своей жизни. Нет, это было, конечно, очень забавно и здорово, я уже 100 лет так не веселился. Да вот только для меня не стало понятнее, а чем же я буду заниматься на своем посту? Черт. Вчера мне казалось, что это идеальное, прекрасное для меня развитие, а сейчас... сейчас мне что-то кажется, что поторопился я прыгать из барменов в советники. О, кстати, слушай, Лулошка, я понимаю, что ты местный абд, но ты выглядишь очень толково. Пойдешь со мной в комнату советника, а? Поможешь мне там разобраться, что к чему и так далее. Там есть всякие секретные документики. Тебе точно будет интересно, поверь. А? Что скажешь? Да, тут как будто вообще без проблем. То есть я сам хочу. Вы верно отметили, я абд, я не могу никуда уходить без разрешения. Ты что, с ума сошел? Если я такое нажму, я весь сезон себе это не прощу. Конечно, я помогу, вдвоем мы точно справимся. Не уверен, насколько смогу помочь, но... Секретные документики звучат притягательно. Хе-хе, это правда. О-хо-хо-хо, погляди-ка. Нравится мне твоя честность, нравится. Ну ладно, раз уж ты такой честный, то мне нужно твое мнение по одному деликатному вопросику. Я сам-то не из этих мест, как ты, возможно, уже мог догадаться. И раз меня сделали советником, то я решил взять себе какое-нибудь подходящее имя. Асил. Как тебе? Ты впечатлен, нет? Мне кажется, довольно лаконично, звучно. Да и вроде как вписывается в местный колорит. О господи, как же он не пытается не спалиться, ему вообще плевать. То есть он кидается такими фразами, как «Мне кажется, это вписывается в местный колорит». То есть он как минимум дает понять, что он не просто не из Египта, он откуда-то подальше, чем Египет. Да уж. Давай, может быть, сейчас вытянем из тебя, что ты мироходец. Неплохое имя, Асил. Короткое и простое, легко запомнить. Ой, знаешь, мне все равно. Если честно, мы с госпожой скоро уже из этого города уедем. Похоже на осел. А давай. Что? Осел? Об этом что-то я не подумал. Ну и ладно, ну и пожалуйста. Я уже привык о себе так думать. Даже готов на это имя отзываться. Значит так, я теперь Асил. А что насчет тебя? Ты пойдешь со мной бумажки разгребать, а? Или продолжишь кидать мне свои колкие замечания? Мне все-таки собрать свои вещи нужно, а то хозяин отеля вышвырнет меня без них. А тебе бы, кстати, стоило отпроситься у госпожи, наверное. Не дело уходить вот так, без предупреждения. Только не зови ее с собой, а то будет очень неловко, что она меня, как бы, пристроила. А потом увидит, насколько я ничего в этом не понимаю. Ай, да уж. Окей, я понял. Отпроситься у госпожи Леди Акетры. Асил, ты серьезно? Асил! Ну, кстати, на самом деле, если читать наоборот, то будет лиса. До этого был лис. В целом, звучно, более-менее понятно. Асил так асил. В общем-то, мне прямо сейчас нужно к Леди Акетре, надо отпроситься, и дайте угадаю, она здесь появилась, да? А, нет, стоп. Леди Акетра? А как я буду отпрашиваться у того, кого я не вижу? О, Хануф. Хануф, привет. О, леди. Вот это интересно. Хануф, ты знала, что, оказывается, в Мемфисатоне исторически селились только сторонники Роноса и Монто? Не понимаю.
Зачем они это делали, если ненавидят друг друга, как кошки с собаками? Кстати, да, сейчас. Нет, про это тут ничего нет. Пишут, что они всегда жили дружно. Якобы соседство силы и труда сделало Мемфисатон единственным процветающим городом, кроме Нарфаниса. О, а ведь и правда. Я только сейчас осознала, что они не всегда враждовали. О, и не просто не всегда, Хануф. Кажется, что это началось совсем недавно. Ой, ладно, хватит чтения. Лолошка, доброе утро. Ой. Знаешь, я так хорошо спала сегодня, вставать вообще не хотелось. И знаешь, чувствую себя намного лучше. О, это хорошо. Ой, что? Дерек. Подвинься. Здорово. Да-да, привет, Лолошка. О, леди Акетра, вы выглядите счастливой. Да, это правда. Вчерашняя ситуация напомнила мне о том, что я обладаю силой решать конфликты. Это мне добавило немного уверенности. И вообще, я постараюсь больше не убегать от вас в гостиничные бары. О, кстати, об этом. Вы нас очень напугали вчера, леди Акетра. Постоянные конфликты и драки между красногривыми и трудящимися не добавляют городу безопасности. Вообще не добавляют. Но, тем не менее, вы очень здорово вчера все разрулили. Да, не поздоровилась бы нашему Лолошке, если бы не вы. Ой, и не говори. Если честно, я все еще не понимаю, как можно так глупо себя вести. Конечно, очень удобно, когда во всех своих ошибках обвиняешь кого-то со стороны. Да вот только разве это помогает проблемы решать, м? Ладно. Лолошка, у тебя, кстати, какие сегодня планы? Кому-то еще будешь рассказывать, как им правильно жить? Или нет? Хорошая шутка, леди. Не буду. А вообще, кстати, я сюда по одному вопросу. Новый советник попросил меня помочь ему разобраться и вступить в должность. Так, хотите пойти со мной к новому советнику, я не нажму. Хочу весь день провести у ваших ног, это... Да, конечно. Но нет, не буду. Новый советник попросил меня помочь ему разобраться. Вот это. Ну да, конечно, выдумывай. Так, подожди, я не поняла, это что, серьезно? Ну да. Что, я шутки шучу, что ли? Господи, он же и правда ничего не знает. Кого я порекомендовала на место советника? Зачем я это? Ну, леди Акетра, вы зря такое говорите. Я немного слышал, что этот бармен говорил вчера. Слышал, как он рассуждал, и... Знаете, мне кажется, это идеальный кандидат. К тому же городу, разбитому на два лагеря, однозначно нужен человек, который будет непредвзято относиться ко всему происходящему. Фу, ну и слава богу. Я рада, что ты так думаешь, Дерек. Спасибо. Ладно уж, Лолошка, иди, куда ты там собрался. Только вот с Дерек пойдет с тобой. Что? И не перечь мне. Вчера ты гулял один и в итоге в одиночку умудрился настроить против себя весь город. Конечно, благодаря мне все разрешилось в итоге хорошо. Но давай больше не будем экспериментировать с узнаваемостью. Ладно? Пока что мы не видели в городе ни солдат Амара, ни белолицых. Поэтому у нас есть просто возможность немного перевести дух. О, ладно, все, идите, давайте, идите. Но помните, вечером, чтобы были в номере. Ладно. Так, ладно, Лолошка, я буду при входе, если что. Так что жду тебя там. Хорошо. Хануф, поговорим с Акетрой. Лолошка, я читаю историю Мемфисатона в сказках и фактах. Нормально, что вас тут... 3 в одной комнате. Хануф пересела, серьезно? А, это чтобы он начал убираться здесь. Прикольно, прикольно. Круто продумана деталь. Кстати, знаете, я взяла эту книгу у портье. Она, конечно, простовата, но охватывает большой период времени. Мемфисатон строили для того, чтобы соединить торговым путем восточные острова типа Гизиры и Лазатеповых с Нарфанисом. Потому что плыть по песчаному морю — это делать огромный крюк. Для этого из Нарфаниса и из Гизиры отобрали лучших строителей и дали им стражников. Так вот и вышло, кстати, что с самого начала город населяли последователи только 2 богов — Роноса и Монту. Сейчас это работает все так. По пустыне идут верблюжьи караваны с провизией из Нарфаниса, которая потом на кораблях переправляется на Гизиру. А с Гизиры всегда шли поставки вулканических пород, яда и... там, посуды. А ведь знаете ли... Оказывается, Гизира славится своим производством посуды. Многие беженцы с Гизиры пытались своим ходом дойти по пустыне до Нарфаниса. Но... нет.
Тут написано, что это гиблое дело. В общем, сейчас большинство либо бежит в Мемфисатон и остается здесь, либо ищут корабль, который доставит их прямо в Нарфонис. И... Кстати, Лолошка, а ты чего все это стоишь-то здесь, а? Я думала, это никому не интересно. Можно сказать, сама с собой тут говорю. Ха. Приятно знать, что у тебя тоже есть интерес к знаниям. А теперь все, иди давай. Ой. Что-то я реально заслушался. Абди, поговорим? Ложка, простите. Я сегодня не в настроении разговаривать. Ладно, Хануф. Эй, я хотела поделиться. Леди Акетра убедила меня больше не говорить о ней во множественном числе. Она говорит, что раньше ей это вроде как нравилось, а теперь нет. Мне сложно привыкнуть обратно, но я очень стараюсь. Халиме бы это точно не понравилось. Это было что-то особенное между нами и госпожой. Я думаю, леди это понимала, поэтому не просила нас остановиться, когда Халима была жива. Со всеми поболтали? Тут что-нибудь появилось? Нет. Открыть эти ящички, кстати, я не могу. Ну и получается, прямо сейчас нас ждет Сдерик, да? Здесь вроде бы никакой информации новой нет, никакой записочки, книжки. Ты кто? О, что? Люди! Так, погоди, привет. Ага, не поговорим. Открыть эти двери я также не могу. Сдерик? Ой, знаешь, Лолошка, я бы не хотел такой работой заниматься. Все время встречаешь людей, которые где только не побывали, а ты можешь только слушать их рассказы. Да уж. Что, рассказать ему, что я в другом измерении был, а? Хотя, чё уж там, я бы сам себе не поверил. Ой. Так, когда мы, кстати, уже пойдем-то, а? Ну, наверное, сейчас, только погоди-ка. Здрасте, не поговорим, портье? Прошу прощения, политика компании не разрешает мне опускаться до разговора с абдами. Да, серьезно? То есть... Так, Сдерик, а ты куда пошел? Так, а вот то, что вы не говорите даже с абдами, это плохо. Сдерик, ты куда? Опа-на, а вот и ты. Я как раз только-только закончил собираться. Слушай, Лолошка, а что твой уважаемый коллега делает с тобой? Господин советник, простите, но госпожа Акетра отпустила ложку только вместе со мной. О, к тебе, то есть, няня пристроена. Ой, и как ж тебя зовут-то, а, нянь? Сдерик. Сдерик? Ну, Сдерик так Сдерик. Лолошка, а ну-ка подвинься. А я Асил. Можешь так меня звать. Здравствуйте, да. Да-да, приятно. Только давай на чистоту. Я не выдержу, если кто-то будет постоянно меня называть господин советник. Простите, господин советник, но вас теперь все будут так называть, да. Ох, батюшки. Что ж, это будет интересный опыт. Так, это мы все-таки возьмем. И все, и погнали, да? А куда мы в итоге, я так и не понял. Комната советника? Где она находится? Так прям так неподалеку. Понял. Ну, погнали. Господин советник. Да, здравствуйте. Уже все его принимают. Ты посмотри, на новый пост заходит бармен. Да, мэр города, получается. Тут воняет затклостью похуже, чем... Впрочем, ладно, вы не поймете. Нет, я бы понял, если бы ты сказал. Ну и с чего же нам начать-то? Знаете, наверное, нам нужно найти самые свежие записи предыдущего советника, как минимум. Вот. А что, кстати, с ним случилось? А то-то ты сам не знаешь, что с ними обычно случается. Уехал в Нарфонис, конечно. Может быть, место ему там дали получше. Может быть, просто в надеждах и мечтах укатил. Уж не знаю, чем этот Нарфонис всем там помазан. По мне так Мемфисатон намного лучше. Тут спокойно, уютно, и при этом жизнь бьет ключом. Конкуренции моему бару никакой не было. Заведением дел не следят. Никакой отчетности, никаких налогов. Эй, подождите, спокойный город? Никогда бы не подумал, что постоянные стычки на улицах — это спокойный город. О, вот оно как, Сдерик. То есть ты хочешь сказать, что в Нарфонисе спокойнее? Ладно, я, кажется, понял.
Ну вот и молодец, если понял. И понял, все. Так, мне нужно посмотреть, что тут у нас есть. Железный скоробей, замечательно. Это мы используем, проверяем, сколько было. 1, раз, 2, теперь у меня 3. Отлично. Тут у нас какие-то письма. Подожди, я это могу прочитать? Да ладно! Ты же знаешь, что твоя прямая обязанность как советника — контролировать сбор налогов и перераспределять 2/3 в бюджет Нарфаниса. Остальное можешь тратить как тебе вздумается. Мы получаем сообщение, что ты отдаешь нам только половину. Это прям на кое-что похоже, ребята, в реальной жизни. Я не буду говорить, ладно. Мы тут все-таки про сюжет, да. Итак, письмо, читаем. Мы выяснили, что храм был построен на месте катакомб, возведенных неизвестными. Однако снести его не представляется возможным, поскольку сторонники обоих богов слишком эмоционально привязаны к этому месту. Это ж тот самый храм, где мы прокачали оружие в предыдущей серии. Помните, там еще такое свечение было? То есть, получается, под этим храмом находятся катакомбы. Я думаю, что эта информация нам понадобится как-то в будущем. Поэтому оставим. И, наверное, складируем в золотой рюкзак. Да, мой сюжетный рюкзак уже полностью истощен. Придется вот так вот и делать. Сюда, сюда, тут еще письма. Ты что, совсем там с ума сошел, а? Если бунты продолжатся, я буду должна искать другую кандидатуру на место в Нарфанисе. Пусть твои жители хоть перегрызут друг другу глотки, но не будут выступать против нас. Ух, бюрократия. Причем это получается коррупция, я бы даже сказал. Короче, здесь мы открыть ничего не можем. Здесь мы можем что-то прочитать или нет. Эффективность 1, книга. Ну нет, мне тут ничего не понадобится явно. Так, письмо. Кажется, Эл всерьез задумалась о том, чтобы повысить тебя. Но это пока только слухи. Она встречалась с Д. Они долго разговаривали, кажется, даже ссорились. Но я ничего толком не услышал. Эл после разговора осталась очень довольна. В отличие от Д. Я думаю, что Л это Лейла, а Д это Дана. То есть, получается, этот советник был очень близок к той Фетуну. Очень близок. Хорошие записки мы находим. Я бы даже сказал, замечательные. Так, железного скоробея обязательно используем. Так, где у нас еще что-нибудь? Кстати. Так, что это тут у нас? Финансовые книги. Это, конечно, хорошо, но нет, очень-очень скучно. Еще что-нибудь скажешь? Опа, а вот это уже интереснее. Список ключевых политических вопросов. Слушайте, ну, по-моему, я все обыскал. Больше тут нечего. Стоп. Погоди, еще одно письмо. Запрети проводить службы в храме. Как бы это ни помогало твоим целям, это ставит под удар всю операцию. Ага. Я понял! Ребята, я понял! Запрети проводить службы в храме. То есть, заметьте, у нас было письмо про катакомбы. Сейчас, где-то здесь. Мы выяснили, что храм был построен на месте катакомб, возведенных неизвестными. То есть, заметьте, катакомбы возвели неизвестные. Вполне реально то, что это место, где хранится огонь. При всем при этом запрети проводить службу в храме. То есть, той фетунцы, которые наверняка написали это письмо, недовольны то, что в катакомбах, где они пытаются найти огонь, они не могут шуметь. Ну, что-то типа этого. Они не могут выложиться на полную катушку и найти огонь. Ну как оно? Нашел что-нибудь интересное? Представляешь? Просмотрел все финансовые книги, но так и не понял, куда уходит половина денег. Ну так вот, мы как раз об этом только что прочитали. Предыдущий советник половину отправлял в Нарфанис, но от него требовали даже больше. Да, это правда. Асил, я понятия не имею, я не разбираюсь в экономике. Асил, мне кажется, если вы не поняли, куда уходят деньги, вам лучше не быть советником. Грубовато. Ну давайте правду скажем, то, что прочитали. Предыдущий советник половину отправлял в столицу, но от него требовали даже больше. Ох ты ж, черт возьми, а. Я, конечно, подозревал, что не все наши налоги уходят на улучшение нашей жизни, но я-то надеялся, что они хотя бы в городе остаются, а не текут в столицу. Ну ничего, это мы еще исправим. Люди, конечно, недовольны были предыдущим советником. Может быть, даже и хорошо, что он уехал. Тут каждую неделю были бунты среди населения. Да. Да уж, спокойный город, ничего не скажешь. Эй, прекрати, хватит. Мне здесь нравится, и на этом закрыли тему, ладно? Толку-то от вашей помощи. Идите, я сам разберусь. Асил, ты... Я же ничего такого не... Да господи, Сдерик, ну я серьезно, я все понимаю. И, возможно, даже не сержусь.
но я также понимаю, что мне лучше самому разобраться. И спасибо за компанию. Если вдруг вам чего-то нужно будет, обязательно обращайтесь. Ну ладно. Спасибо тебе, Асил. Окей, в итоге у нас есть 5 записок. 5 записок, которые мы, может быть, даже обсудим, да, Сдерик? Там про храм... Про храм было. Не, ну я очень надеюсь, что мы обсудим. Так, факел на двери, это не круто. О, вижу, Лолошка, по глазам вижу. Ты что-то нашел в кабинете, да? Ну давай, выкладывай. Так, а что выкладывать-то? Ну, у меня есть информация про храм, про какие-то катакомбы, получается. Есть ли в храме храм, где бы поклонялись обоим богам? А, ну вот, получается, мне это надо, да? Есть подозрение, что предыдущий советник был из братства. Это тоже. Ничего не нашел, пустая трата времени. Давайте все-таки тогда продолжим тему про храм. Да, Лолошка, а ты сам как будто не видел. Конечно, есть. Объединенный храм так и называется. Я слышал, что это единственное место, где жители даже не ссорятся между друг другом. Ну, если не считать случаев, когда они злятся на тебя. Дай угадаю, ты сейчас собираешься именно туда, в этот храм, да? Ну, получается так, да. Ну, понятно. Знай, я учел все предыдущие ошибки, и прямо сейчас пойду за леди Акетрой. Храм ты найдешь за статуей бога фараона. Мы к тебе присоединимся, ну или будем ждать на улице, там по ситуации, в общем. Удачи! О, господи, леди Акетра, надеюсь, вы там. Ага. Так, мне получается за статую бога фараона. Ну, в целом я и так знал, где этот храм. А, я понял! И получается, сейчас, впервые зайдя в храм, я должен был обнаружить то, что статуи подсвечиваются. Но я это уже увидел сильно заранее. Ну, ничего, в целом не страшно. Тут самое главное сейчас понять, что мне делать надо. Так, сундук. Сундук пустой, бочки пустые. То есть мне, получается, нужно найти какие-то то ли катакомбы, то ли что-то подобное. И это находится именно под храмом. Здесь. Опа. А здесь действительно я кое-что... Бляха, я кое-что вижу. Только... Дверь. Здрасте. Так. О май гад. О май гад, что это шумит? О май гад. Вот the fuck? Это что за катакомбы такие? Об этом все жители Мемфисатона знают или как? Так, ладно, я понял. Аккуратненько, аккуратненько. В целом это не так опасно выглядит, поэтому я, наверное, могу даже вот так вот пробежать. Оп, 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 хорошо. Нормально получается. Етить, колотить, это что такое? Куда я попал? Ладно. А! Ой-ой-ой! Тихо! А, я понял! Я понял! Я осознал свою ошибку. Надо не медлить. Сюда. Так, здесь перепрыгиваем. О, замечательно. О, обалдеть. Черт возьми, а надо ли мне сюда было действительно идти одному? То это тут у нас? То и фетунцы, да? Я все правильно понял. Что это? А! Понял. О, сундуки, стоп. Ой, да-да-да. Ай, да-да-да, хорошо. Мне это явно пригодится. Так, записки мы пока что уберем куда-нибудь сюда. Железные скоробеи забираем, используем. Золотое яблоко явно здесь не просто так, поэтому мы тоже его забираем. Утены берем, проверяем. Еще скоробей, утенчики. И да, слишком много золотых яблок. Такое ощущение, что мне придется с кем-то драться. Так, ладно. Хоть. Хоть. Тихо. Хоп. Подожди, может быть... Ай, бляха. Ай-яй-яй. Я понял, зачем... Больно. Стоп. А почему я не регенюсь? Так, ребята, я выяснил. Оказывается, это не баг. Я не регенюсь, потому что на мне анемия. То есть, если почитать клык Кроноса, то тут так и будет написано. Не позволяет вам восстанавливать здоровье. Но раньше-то я восстанавливал здоровье. То есть, это был баг? Ого. Окей. Только не давайте мне, пожалуйста, какого-то босса, с которым придется драться. Что, давай вот так. Оп. Оп. Все нормально, все хорошо. Ой, где это я? Что это? Ой! Ой-ой-ой! Что? Что? А! Боже, бога ради! Я умер? Ой, я понял. Надо заново, да, получается? То есть, еще раз, у меня 29 секунд. Начинается. И я бегу, я не понимаю, что мне делать.
Охренеть, вы что, издеваетесь? Я даже не знаю, что я делаю! Вы хотя бы объясните, что это за рычаг? Так, ладно, еще попытка номер 3. Все, сразу бежим, пофиг, пофиг. На все остальное плевать, на все эти песочки плевать. Да! О! Не плевать. Ладно, я понял, не плевать. Какая сложная загадка. Да в задницу тебя, а! Я просто пробегу сейчас. Оу. О, я не верил, что это сработает, но, ребята, это сработало. О, я понял, что мне нужно делать. Так, 10 секунд я осознаю, что я успеваю. И... Все, да? Я правильно все сделал. 4, 3, 2, 1. Да, и проход завалил. Ема, у меня столько эмоций сейчас от всего того, что происходит. Это прикольно, правда прикольно. Но при этом... то, что это все происходит без каких-либо объяснений, немножко так себе. Так, ладно, прыгаем. Нормально. Нормально. Хорошо. Успеваем. Меня ничего не задевает, я Супермен. Ай, больно. И тут еще проход. Ага. What the fuck? Это что за звуки сейчас были? Тихо. Хорошо. Паркур. Воу. Воу, что это? Чего? А как это? Я тут просто паркур даже пройти не смогу. А, я понял, эта штука бдит. Эта штука, короче, бдит, и в этот момент я должен замереть, да? О, получилось. Тихо. Успокойся. Ой, пожалуйста, не надо мне такие разрывы большие. Все. О, боже, что это там такое? А, это просто вода, я понял. Это штука, которая, я так понимаю, тебя сталкивает. Но если это правда, то это не страшно. Только вот забираться приходится реально долго. Капец, какое большое испытание. Ладно, у меня получится. Что, раньше получалось, и сейчас получится. Серьезно. Так, хорошо. А, ну ладно. В принципе, ради вот этого я готов ходить. Железные скоробеи. Тут у нас еще железный скоробей. Как много я сейчас нафармлю-то, да? Ну-ка, сколько у меня их? Уже 17. Так, а тут у нас какой-то пьедестал с чем-то. Видимо, что-то там должно было быть. А вот эта бочка меня немного смущает. Такое ощущение, что там что-то интересное лежит. И да, я могу туда забраться. То есть я могу оттуда забрать скоробеи, но как мне это сделать? Пожалуйста. Ой, хорошо, я понял. О, стоп. Рычаг. О, а это что? Алмазный рюкзак, ни хрена себе! А вот это я заберу с собой. Правда, все еще не совсем понятно, зачем мне в итоге вот этот рычаг. Я так понимаю, то, что я должен найти второй рычаг. И я так понимаю, то, что он здесь. Потому что, ну, очень глупо прятать два рычага в одном углу. Так, стоп, погоди, я же могу листву ломать. Чего я туплю-то? О, сюда! Да, черт возьми. Чё? Подожди. Еще где-то рычаг? Вы что, издеваетесь? Охренеть, ребята! Ты посмотри, что я нашел! Тут кнопка! Это пипец! Я ее реально не заметил в первый раз, когда смотрел. Ну-ка, так. О! Я понял! Бога ради! Я успел! Ух, ни хрена, всего 5 секунд. Что? Чё? Что? Подожди, я просто вышел? Что происходит? О, слава богу. Ой. Иди сюда! Ой, Лолошка, все хорошо? Да, я не понял, что было. Ты нашел что-нибудь? Что? Что это? А, это вариант, который, возможно, должен был мне открыться, если бы я что-то где-то нашел. Ну-ка, если я попробую нажать. Ты смотри, а? То есть это то, что я по сюжету потерял. Ну, то есть вот этот выбор. Ну, надеюсь, это не так страшно. Но вообще, кстати, я понял, по вот этому варианту, кажется, нас опередили. Я нашел катакомбы, но там ничего не было. Да, то есть там был вот этот вот пьедестал, и на нем реально ничего не было. Ну, получается так, кажется, нас опередили. Черт. Ну, ладно, ничего страшного. Главное, что ты в порядке. Пойдем в гостиницу, отдохнем, поспим, а с утра ты все нам расскажешь. Да, я согласен.
Лолошка, я рад, что ты в порядке. Да я тоже в целом. Правда, я сейчас хочу перечитать ту самую записку. Так, сейчас, погодите-ка. Я хочу перечитать ту самую записку про катакомбы. Мы выяснили, что храм был построен на месте катакомб, возведенных неизвестными. Однако снести его не представляется возможным, поскольку сторонники обоих богов слишком эмоционально привязаны к этому месту. Запрети проводить службы в храме. Как бы это ни помогало твоим целям, это ставит под удар всю операцию. То есть, получается, тоефетунцы добрались до огня, и, скорее всего, под этим храмом был огонь. Ну, по крайней мере, там было что-то мощное и что-то то, что нужно было скрывать. Ну, а на этом я, ребята, наверное, буду постепенно заканчивать. Это мега экшоновая серия получилась. И самое главное, я этого даже не ожидал, понимаете? Я захожу, значит, в какую-то дверь, и на тебе! Испытание, испытание, испытание! Я такой, чё? А! Боже, что делать? У меня реально в этот момент какой-то кретинизм в голове включился, и я не понимал, что происходит. Жалко то, что не удалось открыть вот этот вариант, который был заблокирован. Но что поделать? Неизвестно, когда бы мы его могли открыть. Может быть, это было 20-30 серий назад. Tем не менее, ребята, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться. Громадная мотивация исходит именно от этих двух кнопок. И эти две маленькие кнопочки могут зарешать не только нашу мотивацию, но и качество следующего сезона. Да и этого тоже. Да, это все взаимосвязано. А так, спасибо большое за просмотр. И если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и чертовы тоефетунцы, которые опередили нас. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.